Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале «Дом и сад». Меня зовут Александра Миллер. Если вы смотрите это видео, значит вы подбираете лучшие сорта клубники для своей грядки. Думаю, вам будут интересны мои наблюдения и выводы по поводу тех сортов клубники, которые я выращивала ранее и имею на собственном приусадебном участке сейчас. Я выращиваю клубнику вот уже 14 лет. Практически каждый год готовлю под молодые саженцы клубники новую грядку и в конце июля-начале августа рассаживаю молодые растения, чтобы получить новый урожай уже в конце мая-начале июня следующего года. За это время через мои руки прошли многие сорта. Я каждый раз наблюдала за их вегетацией, за тем, как клубника реагирует на болезни и вредителей. В списке сортов клубники, которые я выращивала, Десна, Фрейзер, или как ее еще называют садоводы, Секвойя, или Дамский пальчик, Президент, Ягат Джернея, Биг Бой, Чамура Туруси, Азия, Клери, Сирия, Розанна. В процессе выращивания я сама на практике пришла к выводу, что лучшие сорта для выращивания клубники на приусадебном участке для собственного употребления – это ранний урожайный сорт Азия итальянской селекции, тоже ранний сорт Фрейзер, сладкокислая длинноконическая клубника с ярко выраженным вкусом земляники, а также среднепоздние сорта Президент и Розанна. Теперь хочу сказать несколько слов о каждом сорте, который я выращивала. Суперранняя Десна – очень сладкая клубника, созревает в конце мая, имеет ванильно-клубничный аромат. За сезон можно получить 8 сборов. Десна часто повреждается возвратными заморозками, поэтому нуждается в укрытии в случае понижения температуры воздуха. Еще один недостаток этого сорта – она рано цветет, цветение привлекает массовое нашествие жуков-цветоедов, приходится обрабатывать инсектицидами. В сравнении с современными промышленными сортами клубники Десна не очень урожайная, имеет мягкую структуру клетчатки. Наверное, поэтому от нее отказываются садоводы, потому что она плохо транспортируется и, как они говорят, течет. Следующий сорт Фрейзер. Эту клубнику я очень люблю. Ее вкус напоминает землянику. Ягода имеет множество семян, из-за чего немного похрустывает на зубах, когда вы ее едите. Фрейзер созревает на 4-6 дней позже, чем Десна. Первые ягоды на кустах первого года выращивания очень крупные, красивой, слегка трапециевидной формы. Недостаток ягоды клубники Фрейзер – ее сочность, мягкость. Она плохо переносит транспортировку, как говорят садоводы, течет, отдает сок. Но для домашнего использования ягода просто великолепна, поэтому я ее и выращиваю. К сожалению, все, что было на грядке из этого сорта, к моменту съемок мы съели, поэтому могу продемонстрировать лишь остатки, которые нашла на кустах, и фото, чтобы вы имели представление о сорте Фрейзер. Новый сорт, который я выращиваю второй год, среднеранний сорт итальянской селекции – Азия. Кусты этого сорта имеют слабую облиственность и слабую корневую систему. При малейшем недостатке влаги клубника страдает. В жаркие солнечные дни этот сорт тоже плохо себя чувствует из-за небольшого количества зеленой массы. Ягоды обжигаются солнечными лучами и получают ожоги в виде водянистых бурых пятен. Мякоть Азии довольно плотная, я бы даже сказала жесткая. Мне не очень нравится это качество. Но для садоводов, занимающихся коммерцией, продажей клубники, это, несомненно, очень хороший показатель. К тому же сорт Азия очень урожайный, ягоды крупные, некоторые могут достигать массы 80-100 грамм. Если посмотреть на предложение на рынке, то во время созревания клубники это самый представленный сорт на прилавках. Следующий сорт – среднепоздний сорт Розанна. Очень красивая, крупная ягода, сладкая и сочная. Клетчатка или мякоть в меру твердая, но не жесткая, как у Азии. Кусты хорошо облиственны, что предотвращает солнечные ожоги созревающих ягод. Отличительная особенность этого сорта – ягоды на цветоносах сначала направлены вверх, а затем, по мере созревания и утяжеления, опускаются вниз. Сорт довольно урожайный, хорошо себя чувствует даже в полутени.
Рузанна устойчива к гнилям и паутинному клещу, что очень важно при выращивании клубники. Вот как она выглядит в процессе созревания. И, наконец, старый добрый поздний сорт «Президент». Этот сорт клубники я выращиваю, наверное, дольше всего, около 8 лет. «Президент» созревает примерно на 2 недели позже сорта «Азия» и «Фрейзер», практически одновременно с сортом «Рузанна». Ягоды имеют сладкий вкус с небольшой кислинкой. В товарном виде кончик ягоды может иметь белый цвет. Отличительная особенность сорта – темно-красный, почти черный цвет очень созревшей ягоды. Сорт «Президент» очень урожайный как в первый год плодоношения, так и во второй, и даже в третий. Ягоды крупные, собраны в цветоносе очень компактно, созревают во второй половине июня. «Президент» – сорт клубники очень устойчивый к паутинному клещу, за что я его и люблю. Более того, урожайность на второй год значительно больше, чем на первый, а на третий год ягоды хоть и несколько мельчают, но тоже дают хороший урожай – до 10-12 сборов. Теперь несколько слов о том, почему я отказалась от выращивания других сортов клубники, перечисленных выше. Главные аргументы – плохая устойчивость против паутинного клеща и низкая урожайность. С гнилями помогает бороться мульчирование почвы, поэтому тут у меня претензий к большинству сортов нет, кроме клери. Этот сорт уж очень подвержен поражению гнилями. Малейшие туманы или мелкие дожди, и ягода практически вся поражена. Надо выбрасывать. Обработки мало в чем могут помочь. И, наконец, мои выводы относительно новых сортов клубники, которые в настоящее время предлагаются на рынке саженцев. К сожалению, здесь явно прослеживается коммерциализация и заточенность на товарный результат. Большинство новых сортов клубники имеют очень твердую мякоть, или, другими словами, жесткую клетчатку. Создается впечатление, что надкусываешь не ягоду, а какое-то яблоко в форме клубничной ягоды. В погоне за получением прибыли аграрии, выращивающие клубнику, в сотрудничестве с селекционерами, лишают нас возможности наслаждаться настоящей, ароматной, мягкой, сочной ягодой клубники с тонким вкусом и особенным ароматом. Селекция клубники, к сожалению, идет по помидорному пути. Твердые, большие и невкусные ягоды, гроздьями свисающие на клубничных кустах. Такую клубнику легко собирать и легко перевозить, но, к сожалению, неприятно кушать. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, еще кому-нибудь будут интересны мои наблюдения о том, какой сорт клубники лучше и какие сорта клубники самые вкусные и самые урожайные. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.